Всем доброй ночи. Друзья мои, в этом мире есть сильные женщины, есть слабые женщины, есть покорные женщины, есть бунтарки, но есть и ведьмы. Их называют ведьмами, поскольку так привычнее. Ведущая матерь, та, которая служит ведане, древнему культу ведьм. Та, которая владеет ведами. Различные объяснения этому всему. Но истинная суть одна. Это женщины, которым дано многое, и они являются проводниками между духами и людьми. Я решила открыть такую серию роликов, наверное, лекции. Секреты ведьм. И постепенно буду выкладывать. Быть может, эти советы, секреты вам многое расскажут и о ведьмах, и ими могут воспользоваться и обычные женщины. Обычные — это не означает, что все одинаковые. Есть талантливые люди, есть бездарные люди, есть разумные, есть глупые. Без разницы. Обычные означают те, которые не взаимодействуют с духами, как ведьма. Ведьма — это общее название. И о ведьмах я очень много рассказывала, говорила. И много где иногда встречаю свои высказывания, свои знания. Ну, отчасти приятно, что я дала эти знания миру, и они пошли как бы дальше и живут своей жизнью. Некоторые выдают их за свои знания, ну да ладно. Но подобные секреты, подобные тайны и мудрость ведьм, которые на самом деле колдуньи, потому что ведьма — это общепринятые фразы. Та, которая колдует, та, которая знающая. Называйте как хотите. Так вот, может быть, образ их мышления во многом и вам поможет, потому что, невзирая на то, что их жизнь — это магия, это служение силам, но в любом случае очень много приемов психологии, такой бытовой психологии, семейной, личностного роста, как сейчас любят говорить. Это же все взято у ведьм. Воздействие на подсознание, психология, даже психиатрия. И в том числе медикаментозное лечение, которое взято у знахарей. Кто-то из колдунов сказал, когда наука поднимется в гору, то магия уже будет там ждать ее. То есть магия опережает науку. Это тоже древняя наука. Это то, что дошло до нас от других цивилизаций, которые до нас существовали. Обломки тех цивилизаций дошли до нас. И, быть может, тогда люди прекрасно могли объяснить, что из чего вытекает и что из чего получается. Мы еще не можем, не дошли до этого. Но в любом случае, эта древняя наука, она не противоречит законам физики, законам мироздания, наоборот, соответствует. Просто эти законы нам еще не раскрылись в полной мере. Поэтому мы многое не можем объяснить, к чему, как, почему, что, от чего вытекает. Мы не можем объяснить, но даже известные ученые со временем признают тот факт, что магия существует. И хотя это не до конца обследовано и понято, что это такое, но и отрицать они не смеют, потому как не раз сталкивались с паранормальным и стараются таких людей исследовать, стараются понять природу этих вещей.
Где-то получается, где-то нет. Знаменитый психолог, ученый, профессор исследований мозга, которая возглавляла Институт мозга Бехтерева, она специально исследовала людей с такими паранормальными способностями. И она рассказывает, что когда поехала к Ванге, ее целью было разоблачить ее. Она поехала туда, чтобы объяснить себе и другим, что этого не существует, а вернулась совершенно иного мнения об этом паранормальном явлении. Часто сталкиваясь с людьми силы, она писала: я проверила данного человека и могу сказать, лучше бы он был шарлатаном. Она до конца не объяснила этот феномен, но то, что Ванга ей сказала, и все, что сказала ей и об отце, и о том, что она найдет его захоронение, что нужно ей искать получше, и много другое, она восприняла это все скептически. Но в скором времени первым делом ее пригласили в Сибирь, когда она была у Ванги, та ей сказала: скоро будешь в Сибири. И поскольку даже близко не было такого предположения, Наталья, значит, посмеялась. Но буквально через месяц ее пригласили туда. И она очень многое поняла из того, что... то есть из того, что поехала и исследовала этот феномен, что это все существует. Что человек, необразованный, сельская женщина, не могла знать определенные вещи, которые произошли позже. Так вот, о чем это говорит? Это говорит о том, что сей феномен существует. Просто, к сожалению, огромное количество людей видят в этом легкие деньги. И почему-то каждый думает, что если надел белый халат, то он может называть себя врачом. Точно так же каждый, кто может купить карты, таро, например, каждый, кто может где-то на каналах что-то узнать, прочитать, считает, что в нем открылся какой-то дар, и он может помогать людям. Есть несколько различных причин, по которым эти люди лезут в магию. Самая основная причина это деньги. Это люди непорядочные, которые хотят заработать. Им неинтересно, насколько это опасно, насколько это неправильно. Они сами не верят в магию. Просто умеют красиво строить бизнес. Начинается всякая продажа кукол, амулетов, талисманов, браслетов, чудодейственных свечей и прочее, прочее. Это бизнес. Потом открываются центры, в которых работает огромное количество каких-то ведьм, гадалок. Второй момент. Есть люди, одержимые властью, им хочется иметь власть над людьми, другими людьми, и они ради этого готовы учиться. Им кажется, что если они купят древние книги, какие-то заклинания, что они смогут в себе разбудить эту силу и тем самым получат власть над людьми, над обстоятельствами. Это не так. Не получает никто силу от знаний. Все происходит наоборот. Сначала дается сила человеку, а потом приходят знания, которые помогают ему контролировать эту силу, использовать во благо или во зло, смотря куда он хочет это направить. Вы можете очень много читать книг, вы будете очень грамотны в вопросах магии, сможете объяснить многое, но это не означает, что вы ведьма. Почему? Потому что ведьма – это прежде всего, когда духи вам подчиняются. Сущности подчиняются ведьме. Многие сущности.
Есть сущности высокого ранга, которые уже, скажем так, полубоги практически. Есть демонические сущности, которые не подчиняются никому. Они приходят и помогают. Но когда ведьма рождается, то вместе с ней не рождается, но создается, формируется, собирается целая армия, которая будет ее охранять, помогать, вести, учить и прочее, прочее. И эта армия состоит из очень древних сил, которым может быть больше, чем нашей планете лет. Они разные. Плюс сила рода. Некая сущность, которая живет в твоей бабушке, прабабушке, до них еще много поколений женщин и так далее. Эта сущность живет в тебе, у тебя практически две души. Одна твоя, данная по рождению, вторая та душа, которая будет вести тебя. Это космическая сущность, ее невозможно объяснить, откуда она появляется, куда уходит, но она дается, это и есть родовая сила. Так вот, вот эта сущность живет в твоей прабабушке, дает ей знания, направляет ее, впитывает в себя ее мудрость, опыт жизни. Когда она умирает, эта сущность переходит к твоей бабушке вместе с этими знаниями. Именно поэтому начинается ведьмина болезнь, начинается депрессия, начинаются страхи, видение, ужас, потому что она не знает, как с этим справиться. Это как в один момент ребенка с 1 класса забрать и посадить в какой-то магистратуре. И сказать, вот теперь здесь будешь учиться. Или преподавать начни. Как вы думаете, справится этот ребенок? Он же будет в ужасе, он не будет понимать, что происходит вокруг. То же самое происходит с ведьмой. Неважно, сколько ей лет. И, как правило, передается от бабушки, от прабабушки, чтобы у ведьм было время учиться, набраться опыта. Когда мне пишут 70-летние бабушки, в которых внезапно открылась сила, и они стали практиками, мне смешно. Я не пойду к врачу, который начал свою практику в 70 лет. Понимаете? И лечить людей всего полгода. Я не пойду и не доверюсь этому врачу. Я пойду к тому врачу, который 7 лет обучался, практиковался. Вот ему 40 с чем-то лет, а он уже 10 лет, 15 лет и так далее, имеет врачебную практику за спиной. Более-менее доверюсь этому врачу. А вообще мы ищем врачей более старых, более старших. Потому что у них опыт большой. Точно так же ищут и ведьм, более старших. Я со смехом воспринимаю такие слова, как колдуны, ведьмы 20 лет, 22 лет. Это просто смешно. О чем могут эти молокососы говорить и о каких видовских знаниях, о каком опыте и прочее, прочее. Так вот, вот эта родовая сила передается со всем опытом, знаниями, со всем, что пережил, увидел вместе с этой женщиной, передается другой женщине. И, как правило, этой другой женщине, примерно, может быть, 8 лет, 11 лет, 20 лет, в редких случаях. Чаще всего прабабушки уходят, это маленькие, 13-15 лет. И вот с этой огромной силой приходится считаться. Сначала это воспринимается как игра, потому что ты не понимаешь, почему так происходит. Почему ты провела рукой и вылечила там веснушки или там какие-то наросты на лице подруги. Оно же прошло. Потом ты не понимаешь, откуда у тебя в голове рождаются какие-то непонятные слова. Я попросила своих близких как-нибудь, если они будут в Грузии, зайти и взять мои тетради, которые я расписала где-то 7 лет, 8 лет. Там очень наивные, очень примитивные, смешные, детские, но заговоры. Заговоры от боли, заговоры от страха, от плохого сна и так далее. Самой пришло в голову. Потом эксперименты. Ведьмы очень любят природу. Они любят сажать, скрещивать какие-то растения. Я принесла домой водные растения, какие-то водные цветы были, и они начали расти. Я их посадила, все думали, что они погибнут, потому что они не могут на земле, они водные, в принципе.
они прижились. Потом спасение животных, любовь к природе, ощущение, что оно тебя слышит и так далее. Далее. С малых лет травли. Со временем ты начинаешь понимать, что то, что пугает других женщин и приводит в ужас и выступления, это сплетни, это пересуды, оскорбления, проклятия и так далее, и желание тебе смерти и прочее, что на тебя это не действует, это тебя не пугает, это тебя веселит. Имеется в виду, что у тебя нет этого ужаса, как есть у других людей, которых там сглазили, что-то пожелали. И ты не можешь понять, откуда это в тебе. Но со временем ты понимаешь, что ты как растение, которое питается углекислым газом. Растение забирает углекислый газ и выдает кислород. У ведьм абсолютно другое строение ее энергетической системы, ментальной системы. Боль, преследование, физическая боль, одиночество в детстве, ненужность ее закаляют. Они не ломают ее, они закаляют ее. Они ее подпитывают. Следовательно, ее нервная система так устроена, что ее пугать какими-то преследованиями или оскорблениями и прочее, ну, совершенно ни к чему. Не действует на этого человека это все. Наоборот, силы подкидывают ей в жизни иногда ситуации, чтобы она подверглась преследованию, чтобы она прошла какие-то страдания, мучения. Это нужно. Это ее усиливает. Это дает ей возможность создать какие-то ритуалы работы, противостоящие этому всему, потому что откуда наберется опыт жизни, если не пройти эту боль. Это дает ей возможность стать очень хорошим психологом и понимать каждого человека, который пришел к ней. Потому что если пришел человек, живущий с пьющим человеком, ты понимаешь. Человек, который живет с игроманом, ты понимаешь, о чем речь. Человек, который живет, не буду называть это слово, ты понимаешь, о чем речь, что такое созависимость, что такое ядовитые отношения, что такое предательство, что такое боль, что такое использование и так далее, и так далее. Ты это все прошла, и тебе объяснять не надо, что это такое. Ты уже поняла, о чем речь. Со временем она начинает читать каждого человека как открытую книгу. И это не потому, что... Точнее, не только потому, что она ясновидит, а еще потому, что прекрасно знает, что чувствует человек именно в этой ситуации. Она может это описать просто, ну, как будто с тебя портрет списали. Для этого ей приходится это пройти. Женщина, которая тихо, мирно вышла замуж, была счастлива в браке, хороший муж, хорошая семья, заботливые родители, достаток, жизнь прекрасная. Для чего ей помогать другим людям? Где там стимул? Откуда она может понять сытый голодного? Откуда она может понять людей, которые прошли ад? Откуда она может сказать: я прошла, и ты пройдешь? Возьми себя в руки, приди в себя. Найди в себе силы жить. В таких женщинах нет мудрости. Да, они счастливые, замечательно, рады за них, но они не способны помочь кому-либо. Способны помочь те люди, которые прошли все круги ада. К ведьме приходят люди с разбитой судьбой, те, у которых за плечами зона была, притоны, разводы, разрывы, подлости, боль, потери, смерть близких, болезни и так далее. Как к доктору не приходят люди здоровые.
К ведьме приходят люди с искалеченной судьбой для того, чтобы ты им помогла. И среди этих людей, можно сказать, весь отход и отребье мира. И такое есть. И это не касаемо выбранной ими дороги. Это касается их жизни, касается их мировоззрения. Среди этих людей есть рецидивисты, среди этих людей есть люди, которые стоят на трассах. И они есть, и ты обязана их выслушать и помочь. Потому что это твоя профессия, ты не имеешь права фыркать. Среди этих людей есть люди, которые имели отношения с братом, с сестрой, с дядей. Среди этих людей есть люди, у которых были отношения с близкими родственниками, которые предавали своих сестер, матерей. И ты обязан этих людей выслушать и помочь, потому что профессия у тебя такая. К тебе не должны прийти счастливые, радостные люди, у которых все замечательно. К тебе приходят люди с разбитой душой, разбитой судьбой, разбитой жизнью. Вот тебе дано им помочь, ты их доктор, исцеляй их душу. Для этого тебе эту силу дали. Итак, так вот, именно поэтому ведьме дают такую энергию, чтобы она, выслушивая этих людей с искалеченной жизнью, не падала в обмороки и не пила валерьянку килограммами и литрами, а спокойно восприняла это все и подумала, как помочь человеку. Хладнокровно объяснила. Как врач не плачет каждый раз, когда зашивает раненого. Потому что он обязан на автомате просто это все делать. Он не должен с каждым сесть и плакать, иначе его ненадолго хватит. Интриги, сплетни, угрозы. Они никак не мешают ведьме двигаться дальше. Это топливо. Она ими питается, чтобы вы понимали. Поэтому подкидывает жизнь специально таких людей, которых она сжирает. И обратите внимание на этих людей после того, как они начинают войну с ведьмой, у них в жизни все идет наперекосяк. Все ломается. Все разбивается, все падает. Это не обязательно месть. Она может просто сигнорировать или смеяться, или попинать этих людей, посмеяться над ними, поиздеваться. Это не значит, что она озлобленная ходит на них порчи делать. Нет, она их съедает. Вот они каждый день следят за ее жизнью, снимают про нее, говорят, не знаю, доносы какие-то пишут. Но в итоге они падают в ту яму, которую зарыли. Они обессиливаются, они обескровливаются, они остаются ни с чем. Оболочка, вот как муху кинуть тарантулу, и посмотрите, что будет с этой мухой. А останется пустая оболочка. Эти силы сжирают этого человека. И забирают ее энергию, благополучие, жизнь. Все, что у нее есть, забирают и отдают ведьме. Поэтому, когда ведьме нужно кем-то питаться, она может даже кого-то специально спровоцировать, а потом надолго хватит этой энергии для того, чтобы работать. С нее сила прет. Я знала ведьм, которые плакали, когда близких теряли. Хотя у них отношение к смерти иное, но им было тяжело. Я знала ведьм, которые переживали из-за того, что их доброта опять сыграла злую шутку с ними. Но я не знаю ни одну ведьму, которая бы плакала из-за того, что они сплетничают. Или что ей пожелали смерти. Или что попытались ей навредить. Я ни одну такую ведьму не знаю. Для них это смешно. Для них это... Вот эти человеческие страсти, это как стоять над муравейником и смотреть, как муравьи бегут. И вы думаете, эти муравьи будут с тобой сражаться? Тебе достаточно просто рукой вот так повести и раздавить этого муравья. То же самое эти существа, которых подкидывают этому тарантулу, чтобы наедался вашими судьбами. Поэтому мой вам совет: никогда не ссорьтесь с ведьмой. Тем более, что это порядочные люди. Они никогда первые не начинают, и они всегда защищаются. А им некогда и нет никакого желания начинать с кем-то воевать. Им это просто неинтересно. Кому-то что-то доказывать. И они доказывают свою силу своими работами, результатом труда и так далее. Слишком заняты, чтобы войну затеять. Но если вы затеете с ней войну, вы проиграете. Это даже не обсуждается.
Люди просто начали судить о ведьмах по этим всяким магуям, по этим битванутым, вот этим шоу, этим артистам погорелого театра. Им кажется, что да все они одинаковые, ну, оскорбила, и чё? Что она мне сделает? Но проходит время, и этот человек очень горько жалеет о том, что вообще связался с ней. И она не будет за ним бегать, как психопатка там кричать, орать, кидаться, оскорблять, не знаю, грозиться. Нет, она просто посмеется, так иронично улыбнется и скажет: угу, все понятно с тобой. И за короткое время жизнь этого человека рассыпется. Именно поэтому всегда издревле очень уважали людей силы, никогда с ними не связывались, приходили с почтением, просили о помощи, всегда получали эту помощь. Ведьма была как щит и защита. И врач, и лекарь, и психолог для жителей того села, где она обитала. Она всегда жила далеко. Так получалось по судьбе, что она всегда жила возле леса, подальше, поменьше соседей или никого рядом. Волки, медведи, она спокойно ходила в лес, никого не боялась. К ней приходили. И пока она была в этом селе, и пока к ней проявляли почтение, духи берегли это село, этих людей. От всяких катастроф, от всяких болезней, от всяких эпидемий. Они были защищены именно благодаря этой женщине. Но стоило им начать ее преследовать, и это село становилось проклятым местом. И постепенно вымирало. И таких историй в истории человечества и в истории Руси тем более очень много. Когда некоторые спрашивают, откуда ведьма столько знает, или откуда вы это знаете, время показывает, что я бываю права зачастую. Поэтому я уже привыкла, и я не спорю. Знаю и все. И так и есть. Но вот та сущность, которая во мне живет, и которая передастся моему преемнику после меня, по моему роду, вот этой сущности много тысяч лет. Эта сущность жила еще с моей прабабушкой, не знаю, 50-го поколения, может быть, а может и больше. И собирая опыт, знания, духовные качества каждой из этих женщин дошла до меня, как вы думаете, каким обширным видением и знанием эта душа обладает? И она вселяется в меня, естественно, мой мозг как передатчик, как антенна улавливает вот эти волны этих знаний, видений и передает людям это все. Ну, плюс, если она еще образована, это ведьма. Если любознательна, если у нее есть еще своя жизненная сила и опыт, если у нее есть знания, если она читала много и так далее, тем более это знание, ну, утраивается, наверное. Далее. В отличие от других женщин, ведьму, конечно, называют грубой, потому что она не сливается с толпой, не становится овечкой покорной и не соглашается со всем, потому что общество, потому что люди. Ведьма умеет говорить «нет». Опытные ведьмы берутся только за те работы, которые им интересны, которые они считают нужным. Если я не берусь возвращать Васю, это не значит, что я этого не умею. Я этого делала уже в молодости и не раз. И возвращала. Но я поняла, что это счастье не приносит. Меня просили вернуть, я вернула его. Но я поняла, что там нет счастья. И я поняла, что это неправильно. Что я должна отказывать. Должна отказывать, потому что нету счастья. Потому что я лишила эту женщину возможности найти другого мужа, нормального. Она сама так просила и хотела. Была согласна на все. Но я же поняла, что она несчастлива. Во-первых, она не может его простить. Во-вторых, человек не меняется. Какой он был козел, таким и вернулся. Зачем я это сделала? Уступила. Пожалела ее. Не смогла сказать нет. И с тех пор я поняла, я привороты делать не хочу. Все. Это мне неинтересно. И мне плевать, что скажут.
человек скажет, вот почему вы не делаете, значит, не можете. Да мне чихать, думай так. Не хочу и не буду делать. Нет. Помогите мне, пожалуйста. Нет. Я вам заплачу. Нет. Нет, и все. А я вам скажу, почему надо говорить «нет». И не стесняться, и не бояться. Не давите внутри себя ваши чувства. Оно накапливается и убивает вас изнутри. Вы разрушаетесь. Каждый раз, когда вам хочется сказать «нет», но вы говорите «да», потому что работа. Вам сказали «делай за двоих». Ты говоришь, ну, что делать? Ну, хорошо, я сделаю. Муж сказал утром встань, чай поставь. Ты понимаешь, что ты всю ночь стирала, там, укладывала детей, убирала дом и так далее, и ты хочешь поспать, утром он прекрасно может сам себе чай поставить. Но ты говоришь, хорошо, чтобы не обидеть его. Ты не хочешь принимать друга или кого-то, но ты говоришь, ну ладно, чтобы не обидеть его. И ты терпишь это время, и твой дом превращается в некий такой плацкартный вагон с чемоданами, с чужими вещами и долгое время. И вот каждый раз, когда ты говоришь «да», когда хочешь сказать «нет», ты себя разрушаешь, запомни это. Ты уничтожаешь в себе свою личность. У тебя забирают твою жизненную силу. Ты ее раздаешь. Ты не просто показываешь слабохарактерность. Ты не просто позволяешь собой манипулировать и пользоваться тобой. Ты еще себя разрушаешь. Слово «нет» – это как ворота. Они закрывают твою энергию внутри тебя. Нет. Когда ты учишься говорить «нет», ты взрослеешь. Тебя уважают, с тобой считаются. Нет. Не буду помогать. Не хочу. Имею право. Не обязана тебе объяснять, почему. Вот я приехала, я стою у ворот, я к вам приехала издалека. Нет. Я тебя не звала. Ты мне не писала. Ты меня ставишь перед фактом. Почему я должна тебя принимать? Нет. Я не приму. Ну как, я вот приехала, ну и что? А мне все равно. Я тебя не просила. Одно дело, если бы я тебе сказала, а теперь отказываюсь. Это непорядочно. А если я тебе не говорила? Нет, не хочу. Я не хочу себя пересилить, встать и свой выходной или там день, когда я настроилась куда-то поехать, принимать тебя. Почему? Не хочу и все. А если я приму этого человека? Наступлю себе на горло, на свои какие-то нужды, на свои личные интересы и приму. Знаете, что произойдет? Этот человек заберет часть моей судьбы, моей энергии. Заберет что-то у меня, отберет, разрушит меня отчасти. Так вот, когда вы в жизни не говорите «нет», каждое ваше «да», когда внутри душа кричит «нет», это саморазрушение. Из вашей башни вытаскивают по одному кирпичику. И в конце ваша башня, когда рухнула, не удивляйтесь, что каждый уже топчется в вашей крепости, заходит, выходит и пользуется вами. Почему? Потому что нет этой защиты. Нет слова – это защита. Если ваша душа внутри говорит «нет», вы должны подчиниться своей душе. Никаким посторонним каким-то там пересудам, общественному мнению. Вы должны слушать свою душу. Ваша душа – это вы, ваша сущность. Не надо противоречить себе. И не разрушайте свою башню, которая вас охраняет и спасает. И запомни, делать или нет – не твоя обязанность, а твой выбор. Ты не обязана это делать. Не должна. Ты выбираешь, если тебе нужно, если ты считаешь нужным, то делаешь. Если не считаешь нужным, значит, не делаешь. Ты говоришь «нет». Закрываешь двери своей крепости. Никогда ни перед кем не оправдывайся. Каждое твое оправдание – это кусок энергии, который тебя отрывает. Никогда не говори, почему ты отказала. Никогда не говори своему ребенку, почему ты не купила. Не сейчас, потом.
Или я не считаю, что это тебе нужно? Нет, ты можешь быть доброй матерью, ты можешь делать подарки своим детям, близким. Но если ты не хочешь этого делать, ты не должна делать. Почему ты не купила? Потому что я так считаю. Я так считаю. Никогда не говори своему ребенку: пойдем покушаешь. Покушай, пожалуйста. Нет. Идем есть. Вставай, идем кушать. Ты должен учиться. Учись, пожалуйста, это нужно очень. Ты должен и обязан учиться, если ты хочешь быть образованным человеком. Твоя единственная задача учиться. Я всем нашим детям и племяннице говорю единственное: в вашем возрасте и у вас есть только одна обязанность перед нами – учиться. А наша обязанность – обеспечивать вам эту учебу, жизнь, проживание, жилье, вещи, книги, все, что вам необходимо для того, чтобы вы учились. Вы должны учиться. Это все, что вам надо делать в этой жизни. Ну, убрать еще иногда свою комнату. Вы не должны ни о чем думать. Вы должны учиться, чтобы стать самостоятельные люди, чтобы ваш кусок хлеба был всегда, дать вам эту удочку, которым вы будете ловить рыбу, которая вас прокормит. У вас должна быть профессия, даже если вы не будете работать по своей профессии, все равно у вас должен быть широкий кругозор. И я им объясняю, что отношение к человеку с высшим образованием и отношение к человеку, который не закончил школу, разнятся. Встречают по одежке, это не просто так сказано. Ты можешь быть очень умный человек, начитанный. Но когда у тебя спрашивают: у вас какое образование? Я 8 классов окончила. Понятно. И неважно, насколько ты умна, ты не будешь работать ни преподавателем, ни секретарем. Тебя не возьмут на высшую должность без высшего образования. Ты будешь всю жизнь техническим работником или грузчиком. Но если ты хочешь управлять, если ты хочешь подняться до определенной цели, ты должен учиться. И те люди, которые не смогли получить высшее образование из-за войн, из-за каких-то иных жизненных обстоятельств, эти люди получили их позже намного, в зрелом возрасте, но они все равно пошли учиться. Чтобы этот пробел заполнить, высшее учебное заведение направляет в правильное русло твои знания. Вуз не может из барана сделать профессора. Но если человек умен, начитан и учился, и хочет учиться, то твои знания вуз направляет в правильном направлении и добавляет свое. Кроме всего прочего, студенческая жизнь помогает тебе взаимодействовать в социуме. Дети, которые всю жизнь учатся дома, по капризу родителей, что там моих деточек будут обижать и прочее, эти дети растут не приспособленные к жизни и к обществу. Их очень легко сломать. Знаете, самые лучшие психологические курсы, не вот эти вот всякие коучи, не всякие курсы психологии, не какие-то там курсы по выживанию. Самые лучшие курсы по выживанию – это сама жизнь. С каждодневными трудностями, победами. Жизнь. Лучше жизни психолога вам не найти. Школа обижают, пусть. Пусть учится давать сдачи. Завтра это пригодится. Пусть не ломается. Влюбился, предали. Пусть взрослеет. Это пригодится. Потому что в жизни могут и предать. В жизни могут и больно сделать. И если ты к этому не готов, а твоих родителей вечно не будет рядом. А есть люди, у которых родители что есть, что нет. Как же ты выживешь среди волков? Поэтому никогда не оправдывайтесь. Почему вы так решили? Почему вы так хотите? Почему ты меня бросаешь? Почему ты разводишься? Потому что я так считаю. Потому что ты до этого довел.
Потому что это твоя заслуга, что я перестала тебя любить. Я развожусь, и это мой выбор. И объясняться перед тобой я не обязана. Почему ты всю жизнь мне помогала деньгами, сейчас не хочешь? Не хочу больше помогать. Считаю, что этого достаточно. Считаю, что ты обнаглел. И не буду помогать. Запомните, каждое ваше оправдание перед кем-либо. Это не означает, что вы должны быть неотесанные какие-то деревенщины и не извиняться, если наступили на ногу человеку нечаянно. Извините, пожалуйста, я не хотела. Не об этом речь. Речь о том, когда ты имеешь полное право не делать, как они просят, и у тебя требуют объяснений, почему ты не хочешь это делать. Каждый раз, когда ты оправдываешься, ты притягиваешь вперед руки. И на эти руки надевают наручники. Тебя берут в плен. Ты позволяешь кому-то забирать твою энергию, брать тебя в плен. Склонить перед собой. Потому что ты оправдываешься. Вот, вы знаете, почему я так делаю? Когда мне иногда пишут, не обращайте внимания, там что-то вам делают. Я говорю, это не ваше дело, на что мне обращать внимание, на что нет. Я сама решу. Если я об этом снимаю, значит, считаю нужным это делать. Я вам не обязана объяснять и оправдываться перед вами, почему я хочу это снять. Это тебя не касается. Не хочешь, не смотри. Дверь закрой и иди. Точка. Грубо? Нет, правильно. Как вы думаете, почему ведьм боялись и боятся? Потому что, в отличие от вора, супостата, который может навредить телу человека, жизни человека, ведьма может навредить судьбе. И для того, чтобы отомстить вам за причиненную боль, за обиды незаслуженные, ей не нужно приходить к вам ночью с топором. Ей достаточно зажечь свечу, открыть этот портал, потому как свеча – это как сигнал, как будто вы постучались в двери и начинаете говорить о своей просьбе. Поэтому во многих ритуалах, 90% ритуалах практически присутствует энергия огня. Огонь пронзает пространство, открывает ее. Она врезается в этот эфир и открывает пространство. Поэтому со свечой, можно и без свечи, конечно, но со свечой или с любым источником огня чаще всего и колдовали ведьмы. Так вот, ей достаточно просто начитать, и в вашей жизни начнется такой ад, что никакой вор и грабитель не в состоянии вам этот ужас причинить, как причинит она. Жизнь начнет рушиться. Все что угодно может произойти. Любые катастрофы. Даже перечислять не буду. Именно поэтому умные люди никогда не связывались с ведьмами. Обходили их стороной. Старались никогда лишнего им не говорить. Приходили с почтением, если просили о помощи. Благодарили и уходили, потому что они знали, что рядом с ней находится всегда потусторонняя сила. И этого человека лишний раз обижать не стоит. Вообще не стоит. Однажды я слышала такую историю. Не могу сказать, в каком селе, в каком году, но мальчики собрались и сожгли ведьминого кота. Они сожгли ведьминого кота и разбежались по домам, думая, что свидетелей нет, никто не видел. Все обошлось. Прошло время, и каждый из них
сгорел. Один был тракторист, сгорел в тракторе, другой, значит, попал в аварию, заклинила дверь, он сгорел внутри. Третий пьяный уснул, значит, с окурком, сгорел дома. Четвертый еще как-то сгорел на производстве, что ли. Каждый из них сгорел живем. Трое из этих мальчиков были сыновья больших шишек. Директора школы, председателя. Еще в советское время. Третий еще кто-то там был. Райкома партии, что ли, или кого. Хулиганы. Все эти мальчишки были детьми таких влиятельных людей. Двое были их друзья. И когда эта женщина узнала про этот ужас со сгоревшими останками кошки, пришла в их дом. Пришла в дом председателя колхоза. Это был их единственный сын, рожденный в таком зрелом возрасте. Видимо, поэтому был такой избалованный. Она сказала: мне очень жаль мою кошку, но если твой сын придет и искренне раскается и попросит прощения, я его прощу, потому что вся его жизнь впереди. Может быть, из него получится путевый человек. Но пусть придет и раскается, и почувствует свою вину. И что вы думаете, сделал председатель? Он сказал: пошла вон отсюда, ведьма, гадалка. Еще как-то обозвала и выкинула эту женщину. Там молча ушла. Прошло ровно 5 лет, и друг за другом они все сгорели. Если им там было, скажем так, 13-14, ближе к 20 годам, может, кто-то постарше был, но они все сгорели. А почему 5 лет, спросите вы? Потому что рукой, 5 пальцами это было сделано. И прошло всего 5 лет. И за каждый палец, который сжигал эту кошку, они ответили своей жизнью. Так что не стоит связываться с ведьмой и уж тем более причинять ей вред, если она вас не трогает. Делать какие-либо порчи на ведьм, проклинать ее, насылать каких-то сущностей – это абсолютно бесполезное занятие. Отправить к ней тех, с кем она работает, тех, с кем она взаимодействует, весьма глупо. Она одна из них. Она сущность во плоти. Она не совсем человек. Она живет между мирами. Ее жизнь всегда между этим миром и другим миром. Она проводник между живыми и мертвыми. И эти сущности, они уважают ее. Некоторые боятся ее, некоторые никогда не подойдут к ней. Другие ей подчиняются. И поэтому вот эти все попытки что-то навести, что-то начитать, вы должны это понимать, что с ней справиться невозможно. Это не всемогущее божество. Это всего лишь женщина. Но этой женщине дано многое. И через нее с вами взаимодействуют духи. Это их сосуд, это их мост, через который они заходят в этот мир, выходят. И они берегут ее, как зеницу ока. Почему в роду, если есть сила, если были ведьмы, не может кто-либо, то есть не взять эту силу. Не заканчивается эта сила в роду. Обязательно они найдут новую ведьму и перейдут к ней. Потому что им жизненно необходимо, если это можно так сказать, некая субстанция в виде человека, через которого они будут передавать мир свою волю. Поэтому ведьма им нужна.
И они будут ее беречь, они будут за нее мстить, они будут ее вести, ей помогать. Она никогда не будет жить бедно. Как я часто говорю, когда к товарищу Сталину пришли и сказали, мол, сельские врачи жалуются, им зарплаты даже не хватает на еду. Он сказал, в селе быть врачом, если бы они были хорошими врачами, народ бы их прокормил. А я говорю, если ты хорошая ведьма, народ тебя озолотит. Не бывает бедных ведьм. Даже те деревенские бабушки, которые лечили, помогали во времена, когда денежный эквивалент практически не существовал, эти бабушки не знали нужды. Им забор всегда чинили, и крышу тоже, и приносили им муки, яйца, курица, там, все что угодно. Они всегда были обеспечены. Для сельского уровня они были вполне обеспеченные люди. Не бывает бедных ведьм. И чем старше она становится, тем сильнее, тем опаснее этот человек. Ведьма никогда не будет приспосабливаться. Она не будет дурочкой во имя мужчины, чтобы его удержать. Она не будет никогда скрывать свой ум, свою силу, свой характер ради того, чтобы мужик с ней остался. Ради того, чтобы толпа аплодировала. Она всегда идет против системы, против общества, по сути. Потому что она ломает стереотипы и меняет мышление людей. Она вожак. И в отличие от слабых женщин, которые готовы жертвовать собой, играть слабую, глупую и прочее ради того, чтобы он на фоне ее был лучше, выглядел выигрышно и не уходил, видимо, этого делать не будет. Но тем самым она обеспечивает себе притягательность для сильных людей. Именно поэтому у ведьм нет много друзей. У нее несколько приближенных к себе. И со временем, с годами, с возрастом она перестает любить. Она просто уважает мужчину. Нет той любви, которую вы привыкли называть любовью. Она это считает любовью, если не изменяет, если она не предает, не делает больно, заботится. Вокруг ведьмы ее родные, близкие, все обеспечены, все живут хорошо. Именно благодаря ее труду, ее силе, тем, что все она тянет, всех ставит на ноги, делится своей энергией. И не только. Но любовь как таковой, как вы понимаете, у нее нет. Ей это не дано. Она не имеет земных привязок, как вы привыкли. Она и не имеет даже земных привязок к своему ребенку. Она любит своего ребенка, защищает. Но это не та мать, которую мама фас побежала мне, принесла вот это. Это не та мать. Она может проявить жестокость, жесткость. Она может поставить его на место. Она может хладнокровно отказать. В ней это есть. Ей дают ребенка, семью, в более позднем возрасте семью, ради того, чтобы она, как-то вливалась в общество. А по сути, изначально ей это не особо нужно, и она не страдает. Она никогда не страдает от одиночества. Ей одиночество в кайф. Она колдует, она читает, она пишет, она что-то делает. В 21 веке она будет снимать, что-то рассказывать. Для нее нет одиночества, не существует. Наоборот, тяготится компаниями. Ей это не нравится. Ее это злит. Она это считает тратой времени в пустоту. Потому что, в отличие от людей, ведьма прекрасно чувствует и приближающуюся смерть, и то, что ее время здесь ограничено, и ей хочется успеть очень многое. Ей некогда предаваться земным радостям. Почему? Потому что она подсознание, глубоко в подсознании, в душе знает, что самая настоящая радость это будет у нее после смерти. То есть
то время пировать и радоваться вечно придет после. Ей не хочется, ей хочется здесь отработать то, что она там получит потом. Вот поэтому ведьмы нелюдимы. Ведьмы не любят, они обособленно живут. У них мало вокруг своих. Вот эти, которые постоянно устраивают какие-то консилиумы, какие-то... Ну, это просто смешно. Ведьмам толпа не нравится, она раздражает ее, выпивает ее энергию. Не любит ведьм это все. Ей порой голосовые слушать не хочется, злит ее, потому что через голос у нее энергию забирают. Она через себя пропускает. Одно дело текст читать, быстро пробежалась, посмотрела и ответила. Другое дело сидеть и прочувствовать эту боль, эмоции человека и делиться своей энергией. Она не любит даже это. Поэтому никогда ни одна ведьма не любила толпу людей. Ее это раздражало всегда. У нее забирают эту энергию постоянно. Она не хочет это отдавать. Она экономит. У нее временное пристанище здесь. И поэтому она себя не привязывает особо ни к чему. Она живет в достатке, но она не материалист. Она не сходит с ума по деньгам. Она может легко расстаться, легко помочь, легко отдать. Легко кому-то что-то купить, оплатить лечение. Она знает, что это все вернется и очень быстро. Деньги не сама цель. Просто она знает, что за ее труд, за ее служение этим силам ей будет все время награда. Она расслабленно живет, она не переживает насчет финансов. Ей всегда это приходит. Вот в чем дело. И чем старше, тем спокойнее она это воспринимает. Нет у нее земных привязок, как есть у людей. Нет у нее ужаса от смерти. Нет у нее истерик по поводу потери близких. Скорбь есть, тоска, ощущение пустоты. Ты понимаешь, что ты не скоро еще увидишь его там. То есть здесь. На земле, неправильно сказал, там уже. Не скоро увидишь, и ощущение тоски, что столько лет пройдет без этого человека. Но истерик и желание умереть, повеситься нет. Поскольку она прекрасно понимает, что мы все здесь гости и будем там все. То есть это временное просто расставание с человеком. И она никогда не воспринимает мертвого, лежачего в гробу, как вот человека близкого. Для нее это уже исходный материал, скафандр. В этом гробу не лежит родной человек, его нет там. Это просто тело, которое с почтением, уважением придает земле. Но она не воспринимает связь с этим телом умершим и между собой. Ее связь с душой. Она знает, что вот видят. Когда я свою тетю похоронила, конечно, плакала. Мне было очень тяжело, потому что мы с ней очень похожи. И по характеру, даже лицом. Родная душа. И очень яркая женщина. Юморная. Такие люди, когда уходят, жуткая пустота. И у меня было ощущение, что она стоит и смотрит. Я смотрела не на тело, вот это, а куда-то. Мне казалось, что она там стоит. А потом она мне приснилась и сказала: почему ты так плакала? Ты же знала, что я там стою. Не надо было так убиваться. Заплакать, скорбеть, больно, понять, что ты потеряла. Это возможно. Но с этим жить всю жизнь и бить себя по голове она не будет. У нее совсем другое отношение к смерти. Она не земной человек. Для нее этот мир не имеет такой ценности. Она не цепляется за эту жизнь. Наоборот, ждет как праздника уход. Придет время, уйду в вечный покой. Мне там будет хорошо. Все мои там уже. Вот так живет этот человек. Поэтому ее пугать смертью или чем-то еще очень большая глупость. Вы знаете, чем отличаются тарологи, гадалки и прочие от ведьм? Во-первых, тарологи, гадалки и прочие
продают сладкую ложь людям. Они говорят то, что ты хочешь услышать. Во-вторых, они зависят от карт. Кому-то дано что-то видеть, кому-то вообще ничего не дано, придумывает. Но они зависят от карт. В-третьих, они говорят то, что видят. Они рассказывают судьбу человека, что было, что будет. А ведьма не то, что видит, ведьма меняет эту судьбу. Вот в чем разница. Гадалка – это как приемный отдел в поликлинике, где записывают твои данные, там резус-фактор, мерит давление и так далее. А ведьма – это хирург, который уже режет и убирает умирающие ткани, опухоль и спасает тебе жизнь. Гадалка зависит от карт. Она смотрит и говорит то, что карты скажут. А ведьма меняет твою судьбу. Она не ждет, пока карты что скажут, и что будет, и чего. Она берет и меняет твою судьбу. Если гадалка смотрит по руке, по каким-то знакам, по картам, то ведьма читает твою душу. Гадалка скажет неправду иногда, потому что хочет получить плату и готова подыграть тебе. А ведьма никогда. Она говорит правду, нравится тебе или нет. Когда ко мне приходят и просят помочь умирающему ребенку, другу, брату, я смотрю и говорю: смиритесь, осталось 1,5 года. Смиритесь, через 3 месяца не станет. Они плачут, люди, не хотят принимать. Некоторые вообще меня проклинают, потом приходят и просят прощения. Я не злюсь, я не мщу за такие слова. Я знаю эмоции человека, который пришел ко мне за надеждой, а я отсекла. Но я лучше 1 раз вылью этот кипяток, пусть поплачет, смиряется и будет готов к этому, чем буду врать. Что вот, все будет хорошо, не переживайте. Нет. Поэтому между гадалкой и ведьмой пропасть. Гадалки – это продающие надежду. Ведьма – это меняющая судьбу. Гадалки зависят от карт и от других инструментов, на которые они смотрят. Ведьма не зависит ни от чего. Гадалки говорят, что видят по судьбе, а ведьма меняет эту судьбу. Гадалка смотрит, что скажут карты, а ведьма смотрит в твою душу, читает тебя как книгу. И самое главное, гадалки могут врать, а ведьмы нет. Гадалка не способна менять твою судьбу, а ведьма меняет, переписывает твою судьбу. Вот в чем разница между ними. Для ведьмы все, что вокруг нее существует, это все магия. Зеркало магия. Зеркало не просто отражающееся, то есть отражающее стекло. Это дверь. Это дверь в зазеркалье. Там обитают зеркальные духи. И их называют духи Тати потусторонней. Скрытые. Закрытые от потусторонних глаз. Однако это портал. Это дверь. И всегда, когда становитесь перед зеркалом, если вы себе нравитесь, это зеркало теплое. Если вы себе не нравитесь, это зеркало холодное. Ведьма предпочитает не брать антикварные зеркала, потому что там может остаться след от прежних хозяев. Зеркала – это как видеопленка, которая записывает все. Все эти видеопленки, все эти нововведения – это создано не из откуда, от природы. Я не помню, кто-то мне рассказывал на уроке физики, пытались то ли от зеркал или от каких-то предметов старинных с помощью этих винильных проигрывателей слышали звуки. То есть это говорит о том, что все предметы, особенно старинные, они впитывают энергию людей, поколений.
И это все остается там. Звуки, разговоры. Никто не знает, что происходило перед этим зеркалом. Боль, смерть, потеря. Оно все сохраняет. И поэтому для ведьм нет понятия просто зеркало. Для ведьм нет понятия просто кладбище, где лежат мертвые. Она никому не рекомендует и никогда сама не принесет оттуда ничего. А если принесет то, что ей надо, она спрячет где-то за воротами, подальше. Не занесет в дом. Потому что любой предмет, который вы оттуда забираете и приносите обратно, обратно, может быть, и ваш предмет упал на землю. К нему уже прицепляются духи. Духи мертвого града. И эти духи могут разрушить вашу жизнь, если вы не умеете закрывать их и изгонять потом. С какими-то сущностями ведьма договаривается. С какими-то сущностями ведьма воюет, изгоняет их. Но в любом случае она их не боится. Она с ними работает. Ведьма никогда не воспринимает сон как просто сон. Она знает, что любой сон, любое предчувствие ей дается не просто так. Мне не очень давно приходила мысль навязчивая каждый день про одну женщину, с которой я работала давно. И с великим трудом я нашла ее номер. В переписках где-то покопалась, потому что уже поменяла телефон, и номер пропал. И написала ей. И она очень сильно удивилась, потому что она собиралась с каким-то человеком начать дело. Собрала большую сумму денег, уже должна была вкладываться, уже, значит, перевели ей на счет. В банке заказала она эту сумму, должна была поехать, то ли забрать, то ли перевести на его счет, я сейчас точно не помню. И я сказала, что у меня внутренняя тревога за тебя, я хотела узнать, нормально ли у тебя все в жизни. И она, конечно, опешила и сказала, что вот человек предложил мне, скинула переписку. И я говорю, не вздумай это делать. Это обман. У тебя заберут деньги и больше не вернут. Ну, я же знаю его, неважно. Этот человек тебя обманет. Она отодвинула эту дату. Сказала, что ей нужно подумать. Там разозлились, конечно. А потом начались угрозы. А потом она поинтересовалась, написала на какой-то сайт. Это не в России, в Польше. И оказалось, что этот человек действительно уже фигурирует. Не раз уже было, просто с поличным не могут поймать, но уже есть и заявление на него и так далее. И она отказалась, она спасла огромную сумму денег. Но почему мне навязчиво приходило обязательно найти ее номер и написать ей? Никогда не игнорирую знаки. Никогда не игнорирую опасности. Всегда помню, что ведьма ты или простой человек, силы любят, когда к ним обращаются. Они просто сидят и надменно думают, меня все равно должны защитить. Нет, я обращаюсь. И когда я обещаю своим зрителям, что, невзирая на преследование, я вам обещаю, что со мной ничего не будет, я уже в полной боевой готовности. Я знаю, что я себя смогу защитить. Я знаю, что я должна делать. Я уже решила, я уже имею свой план. И так и происходит. Ведьмы знают, что дом – это не просто жилище, не 4 стены всего лишь. Дом – это хранилище твоей энергии, твоей боли, страданий, радости, мечты. Все вместе. Сущности, которые обитают в твоем доме, они питаются этой энергией. И если в твоем доме больше было страданий и обид, то усиливаются злые сущности. И они потом начинают забирать у тебя энергию. Ночью, днем. И начинают уходить деньги. Начинаются непредвиденные расходы. Начинаются ссоры в доме. Начинаются
недопонимание. Именно поэтому и не просто так рекомендуется часто очищать пространство дома, обновлять. Держите дома маленькие фонтаны. Круговорот воды, он все время создает такую вот энергетическое колесо. Постоянно создает эту энергию. Не дает захламляться энергией дома. Убирайте и выкидывайте разбитые вещи. Время от времени приведите все в порядок. И помните, что в доме должно быть чисто. Домовые любят хозяйственных хозяюшек, чистоплотных. Захламленный дом, грязный дом, он тянет неудачи. Очень важный момент для ведьм. Ведьмы всегда оставляют какие-либо знаки у порога. Слово «порог» не просто так сказано, не просто так придумано. Возле порога обереги. Под ковром монеты. Знаете почему? Потому что порог – это хранитель дома. Считается, что через порог переступают и приходят духи. И порог имеет своего стражника. И если порог не кормить, он начинает съедать вас, хозяев дома. А как кормить порог? Если у вас дома постоянно непредвиденные расходы и не держатся деньги, они буквально утекают. Значит, ваш порог съедает вас и ваше благополучие. Следовательно, кормите порог. Положите под коврик монеты. Иногда добавляйте им эти монеты, иногда меняйте, унесите эти старые монеты, которые давно там лежат, оставьте под деревом, положите новые монеты. Кормите свой порог, чтобы он не ел вас. Когда вы знаете такие секреты, такие тайны полезные, ваша жизнь будет совершенно другая, чем у других людей. Люди не хотят понимать мудрость. Люди привыкли, тем более современные, что это все бабушкины сказки, это все пережиток прошлого, ерунда это все. И на самом деле в древние времена люди, которые в это верили и знали, люди, которые не могли позволить себе ничего лишнего и приносили, отдавали ведьме большие деньги, если бы они не верили в это, не видели результат, они бы никогда в жизни этого не сделали. Наоборот, сейчас у нас тысячи вещей, сейчас у нас излишек, и мы можем позволить себе кому-то дать что-то, поделиться. Тогда не могли позволить себе. И, тем более, что ведьма была жительницей их села, например. Она бы в жизни там не прожила, если бы она была не настоящая, согласны? Ее бы выжили оттуда. Это значит, люди понимали и воспринимали это всерьез. Поэтому они жили лучше, и здоровее, и дольше, чем мы. И более были счастливы, и духовно богаты. Потому что в это все верили, знали и соблюдали. Так вот, чтобы порок вас не сожрал, кормите порок, подкладывая под эти коврики монеты. И тогда прекратятся ваши непредвиденные расходы, и деньги перестанут утекать. Они останутся в семье и в доме. Еще одну тайну, которую знают ведьмы и применяют. Каждый раз, когда в твой дом приходят гости, неважно, приятные тебе, не очень, каждый раз эти люди приносят с собой свою энергию. Не просто так после отъезда гостей дома начинаются какие-то проблемы, ломаются вещи, начинаются болезни кошек, собак, дети начинают болеть. Человек, не желая того, может оставить свою энергию. Не просто так я дала вам ритуал изгнать дух Захмат. Этот человек привносит с собой свою энергию в твой дом.
и они могут не совпасть. Такой человек привносит своих духов сюда. Они могут подраться и выгнать твоего домового. Поэтому нужно эти духи убирать сразу же, как только человек уезжает. Обязательно проведите чистку. И запомните, семья, где без конца и края ночуют подруги, друзья, знакомые и прочее, эта семья разваливается, и эта семья живет в бедности. Не только потому, что большие расходы постоянно принимать гостей, а потому что вы открываете все двери, и в вашем доме, как гуляют эти сквозняки чужих энергий, ваш дом становится не вашим. Он становится чужим для вас. Сюда вселяют совершенно иные духи. Дом становится враждебным, а дом должен быть твоей крепостью. Поэтому прекращайте эту привычку принимать всех гостей и так далее. Есть гостиница, есть, в конце концов, такси, 21 век. Сажайте человека и отправляйте домой. Сами не ходите ночевать нигде. И не стоит постоянно и без конца приглашать всех с ночевкой к себе. Вспомните свои молодые годы, сколько у вас останавливались друзья, товарищи, знакомые, и из-за этого через некоторое время ваша семья распалась. И самое главное, знаете, почему ведьма идет вперед, невзирая ни на что, и не обращает никакого внимания на критику от родных людей, близких, неблизких. Потому что она прекрасно понимает, что на самом деле за критикой, неважно, кто тебя критикует, скрывается страх, что ты будешь самостоятельный, самодостаточный человек. За критикой скрывается страх, что ты будешь сильнее, будешь хорошо жить. И для того, чтобы тебя остановить, начинает закидывать тебя камнями и убивать твою мечту. Ну, если бы это было так легко, да навряд ли получится. Да если бы это можно было делать, все бы так делали. Дежурные фразы ничтожных, слабых людей, которые сами ничего не хотят в этой жизни сделать. И напоследок расскажу вам притчу. Если начинает вас гнобить с детства и до старости, если начинает вам завидовать еще до того, как вы стали самодостаточным, удачливым человеком и пытаются сломать вам крылья, это не просто так. Ваши завистники изначально уже заранее видят ваш успех. Они видят ваше упорство, они видят ваше трудолюбие, интеллектуальные способности и понимают, что если вы это все соедините, вы обязательно добьетесь успеха. Им хочется опередить события и вас остановить. Приходит однажды гиена к стае своей и говорит: пойдемте скорее пообедаем. У львицы будет добыча. И сорвалась вся стая и побежала. Бегут и смотрят, что саванна, ничего нет, никого нет, и говорят: ты о чем говоришь? Где добыча львицы? Тебе показалось? Она говорит: нет, не показалось, у львицы будет добыча. Посмотрите. А львица сидит в кустах и поджидает. Если львица сидит в кустах, значит, в скором времени у нее будет добыча, она готовится к охоте. Подождем, говорит гиена. То же самое. У вас еще эта добыча не подошла, но гиены уже почувствовали в воздухе, пахнет успехом. И уже вам заранее завидуют. И заранее пытаются вас принизить, обнулить. Не дать вам добраться до этой добычи и до этого успеха. Потому что они прекрасно видят ваши хорошие качества. Именно поэтому ведьма никогда не обращает внимания на критику, на облаивание, на желание принизить, унизить, обнулить. Поскольку они прекрасно понимают, что скрытый мотив этого всего – страх, что вы будете жить лучше. Вот и все.
А не потому, что вы действительно ничего не сможете. Нет, совершенно не в этом. Желаю вам удачи.